Вот. Хорошо сказал Игорь насчет высшей воли. Естественно, самое простое первое резюме. Да? Что такое? Огромное спасибо Хаматову, что он создал, и оно существует в том состоянии, которое есть, громадскую раду, и пытается сейчас внести изменения в устав города, в силу ВСН вот этой улицы, и поймать тот рычаг в руку, да, который сможет двигать простые вещи. Да? Вот. Здесь я простым чем заключается, что принципиально жители улицы, да, они же в Конституции являются их хозяевами. Все у нас нужно два механизма. Да? Или один механизм. Деньги. Если у него будут деньги, которые он малая часть административного города, а в принципе может привлечь инвесторов, тогда у него появятся две возможности для реализации всего того, на что мы надеемся, к чему мы стремимся. Это он сможет нанять мозги и нанять тот ресурс, который созданные мозгами проекты, да, смогут реализовывать то, что мы себе представляем. Да? То есть, как бы мы, если рассматривать с точки зрения улицы, то как бы мы не намечали точки, там, здесь торговля, здесь художники, оно постоянно будет меняться, находиться в каком-то брожении, потому что там, где культура, там где что-то такое бронзовское происходит. Вот, цель поставлена действительно высшей силой, да, а результат мы наблюдаем каждую секунду, каждый день. Вот. Обращаясь к общественности, я бы рекомендовал вам, всем причастным к печатному слову, для тех, кто читает книги, я очень сомневаюсь, и пишет сценарии для тех, кто смотрит телевизор, но какую-то толику просвещения проявлять и заявлять в своих передачах. Потому что ко мне, как директору заповедника, за информацией заходило достаточное количество общественников, людей действительно горящих, так вот, как Датка, который за что-то сердце. Через полчаса, час беседы они уходили задумчивые, да, потому что почему-то больше не появляются. Вопрос достаточно простой. Если ты знаешь, за что ты борешься конкретно, да, ты достигаешь результата. Если ты борешься вообще, да, там пытаешься руками объять, то результат такой же очень расплывчатый и неопределенный. Поэтому просьба очень простая. Поддержать вот это нарождающегося ребенка, да? Вот. Как он будет работать дальше, контролировать его очень просто, потому что эта организация находится в очень непростой ситуации, да? Потому что они попадают сразу, ну, во-первых, на территорию заповедника, да? Со своими режимами, разработанными теоретически, но практически рычагами пресечения каких-то действий по разрушению. Во-вторых, статус улицы уже сам памятник. В-третьих, конкретные дома уже памятники. Да? А тут еще накладывается природоохранный, да, момент. И накладывается и просто регулирование межгражданских отношений путем Министерства внутренних дел. И помощь нужна, потому что никто из вас ему не позовет. Да? Проявить перед тем рядом вопросов, которые не будут решаться, пытаться решить. Мои слова — это не пустой звук. Я был на заседании, когда город собрал свои главные управления и пытался определить, какие же полномочия гласные можно делегировать ОСН. Картина вырисовывается очень простая. Делегировать ему нужно те полномочия, возможность контроля, да, чтобы на него представители псевдо-высших сил, да, реагировали адекватно и по всей вероятности могли встретиться в 22 часа по киевскому времени выше, не говоря уже, если загруженность графика. То есть это общественная инспекция охраны культурного наследия, общественная инспекция природных моментов и так далее. Так, от этой темы уходим, переходим, если я бы вас хотел проинформировать, заготовки были, но я их немножко подкорректирую. То, что происходит на Андреевском, как всегда, отсутствие профессионализма приводит к смешиванию даже стройного графика событий. С начала этого года власть, понимая, что перед ними стоит очень крепкая задача, заявленная в том решении, которое они приняли, да, такое общеобъемное, там, реставрация, реконструкция и прочее, прочее. А это оказалось в смысле, что это процесс, который
логично расходиться на него не будет. Поэтому они это все разбили на 3 очереди. Первая очередь это инженерные коммуникации, которые давно умерли, да, и только, наверное, там благодаря снисходительным отношениям Бога и так далее, не вылились в аварии, там водопровода, канализация, которая на этом. В хорошем смысле, да, там не взорвала ситуацию, то есть дома просто не сорвало. То есть худо-бедно, время покажет, как они справились с этой задачей. То есть под землей закончили. Начали покрывать одеждой. Как это получается, мы все видим, можно критиковать, но дело так, идет впереди уже заканчивается весна, лето, тут дело не так, день Киева, день независимости, а дело в том, что нужно просто захватить мир. И по первой очереди они пришли к пониманию, что нужно произвести консервационные моменты по фасадам здания, да, то есть законсервировать. Это термин понятный даже человеку, получившему среднее образование качества. То есть не красить железобетонными красками, а не вкладывать материалы в то, что потом надо реставрировать. Понимание было, но тут вмешивается такой интересный момент, как надо же, чтобы красиво. Да? А красиво это как? Ну, когда зеленая, там, оранжевая, да, то есть, да, вот. А так как понимали, что красиво, то быстренько мы купили много красок. Да? Вот нужно же куда шипеть, девать краску. Да? Ну, поезд уже ушел, и об этом говорить можно осталось только говорить. Да? Вот. Значит, реставраторы старались в каких-то моментах, начали давать рекомендации по консервации, что-то приостановили, что-то вот это будет, чтобы прорваться через эти и празднества с наименьшим вредом. Они это делают. Это тяжело в том механизме, который сложился. И вопросы, есть финансирование, нет финансирования, и график финансирования, и поставка материалов, и добрая воля тех поставщиков материалов, которые, допустим, взять гранит, да, им приходится в стиле финансирования это все кредитовать. Наш город, а считайте это каждого из нас, да, вот эти камни и прочие дела. Но оно получится как получится. Ну, а в результате, вот, чтобы было красиво, то часть того, что должно было идти в третью очередь, то есть суть реставрации, да, а промежуточная вторая очередь, это благоустройство уже двориков, как людей запустить, чтобы мы могли зайти в подворотню и не упереться в кусты. Ну, к сожалению, процесс жизни он всегда такой. Хочется как лучше, получается с какими-то корректировками. Но я думаю, что к празднику мы увидим каким-то образом нечто благоустроенное. Не могу сказать, что завершенное. Все стараются и строители. И поставщики стараются и старайтесь и. Давайте я дам сейчас последнее слово из нашей группы Виктору Бурдакову, который как раз ежедневно контролирует текущие строительные работы, для того, чтобы он вас проинформировал о конкретном состоянии, о динамике работы. Ну, собственно говоря, уже директор заповедника рассказал о состоянии дела. Но я хочу сказать, мы, конечно, все можем критиковать, да, плохо делаются фасады, не успеваем что-то еще. Но я хочу обратить ваше внимание, что с 1980 года никто здесь ничего не делал. Это 32 года. Последняя реконструкция Андреевского спуска, кто помнит, была, когда была Олимпиада 80. Это делали в 79-80 году. Я тоже когда участвовал в этом деле. Вот 32 года прошло, и в прошлом году принято решение о том, чтобы сделать реконструкцию Андреевского спуска. Конечно, в такие кратчайшие сроки сделать качественный и такой большой объем работы это практически невозможно. Вы прекрасно это понимаете. То есть это все. Так вот, для того, чтобы в будущем этого не было, и довести это дело до конца, и как раз остро стал вопрос о том, что нужно вмешиваться людям, киевлянам, те, которые здесь живут, те, которые здесь гуляют, те, которые любят Андреевский спуск. Я когда учился в институте, наше самое любимое место было это дом Ричарда Длинное сердце, Андреевский спуск 15, если вы помните. Значит, и поэтому все, вот, когда идет реконструкция, здесь десятки иностранных туристов проходят для смотрения реконструкции. Они идут по камням, по булыгам, ломают ноги, все и спрашивают, и рассказывают. Так я хочу сказать, что нужен обязательно комитет, нужен устав, и надо, чтобы общественность контролировала эти процессы. Тогда не получится, как мы сегодня
ну, будем, конечно, за 3 дня ничего не успеем, но внешне накраситься мы успеем. А внутри, как сказать, где-то во дворах и прочее, конечно, это мы не успеем сделать. Но самое главное, поменяли инженерные коммуникации. Длина Андреевского спуска 975 метров. Значит, труба диаметром 300 и 600. Вы понимаете, что такое? Это водопровод, это канализация. Это огромный объем, это огромный труд. Все заложено на глубине 2,5-3 метра. Масса колодцев. Все. И это самое главное сделано все. Осталось теперь привести только внешне. Значит, и вот, я думаю, что наша задача не забыть власти, киевской администрации, Киевсовету, не забыть о третьей очереди, что пройдет Евро-2012, пройдет День незалежности, все успокоятся, все там успокоятся по фабрике юность, почему-то еще, и все будет опять тишина, мертвая в течение 30 лет. Так, чтобы не было этой тишины, я думаю, мы просим, чтобы поддержали органы печатные, комитет Андреевский спуск, чтобы депутаты Киевсовета приняли устав, и мы имели полное право участвовать во всех организационных мероприятиях, которые разрабатываются Киевской администрацией. Это кратко. Спасибо. И есть один факт, который только подтверждает отсутствие полномочий и гражданской рады ЮСН, и то, что происходит в текущем ремонте. Наталья Кровец, жительница дома 11. Да, пожалуйста. Вы можете подойти сюда и коротко, буквально факты о том, как происходит ремонт. Здравствуйте, я житель Андреевского спуска. Здесь творю, живу, в общем, и борюсь с этой всей несправедливостью застройки. То, что нет никакой организации, это 100% факт. То есть жители вмешиваются в любом случае, мы сами ходим, тыкаем носом всех строителей. То есть такие моменты неорганизационные, как, например, мы сняли крышу в доме, но не закупили даже элементарную клеенку. Пошел дождь, и все квартиры на верхних этажах затопили. То есть мы сейчас просто плаваем в квартирах вместе с холстами, с кисточками краски. Это все, конечно, весело, но то есть не хватает действительно организации. Нужно просто хотя бы даже дать жителям возможность участвовать. Спасибо. Спасибо. Но я должен привести подобный пример еще большего варварства по отношению к творческим мастерским Национального союза художников. Та же ситуация с вскрытием крыши и затоплением, например, там Ганна Кривола, дочь нашего известнейшего художника, лауреата Шевченковской премии Анатолия Кривола, по чьи мастерские на 2-м этаже дома 36. Там даже ситуация, вскрыли крышу, пошли дожди, и уже вопрос холстов, живописи, тех работ, которые все деятели культуры называют национальное достояние. Вот так происходит встреча Андреевского спуска с реконструкцией. Еще один этот нюанс к тому, если бы общественность и жители могли самоуправлять улицей, то, конечно, мы бы участвовали по каждому дому, по утверждению работ, по контролю, и ничего подобного происходить не могло бы. Но, как известно, должны через ошибки приходить почему-то к правильным решениям. Знаете, я бы хотел буквально реплику перед вопросами, потому что тут мои коллеги, как бы, я не согласен с их риторикой, в том, что заключительная часть у всех нормальная, типа вот давайте устав и как бы участвовать. Но сама риторика, что как манна небесная за последних 30 лет с нас не спустилось, что нам делают совершенно сложнейшую там канализацию 900 метров. Да елки-палки. Это что, это нам нужно свечку ставить, что? То есть, в принципе, речь идет о совершенно отвратительном, брутальном, непозволительном, идиотском, вандальном. Я не знаю, какие еще эпитеты можно к нашим строителям и тем, кто за ними стоит, включая там архитекторов, архитектурную власть, историков. Музей, наверное, никак не может повлиять. Единственное, что... Хотя бы мониторить должен заповедать, хотя бы мониторить ситуацию. Понимаете? Так мониторим вот так вот. Таких... Просто караул. То есть риторика... Сейчас я вас спрошу, мне ответите на мой вопрос. Спасибо большое, что за 30 лет первый раз там, да елки-палки. Хорошо, реплика хорошая, но я должен, вот как завершая этот разговор перед вопросами, все-таки сказать, в чем иногда
мы, как общественность, бываем перехлёст и моменты неадекватности. Ведь мы же живем в этой стране не 3 дня, а годы и годы. Мы все вместе, мы знаем состояние и экономики, и индустрии, и культуры, и все. То есть все, что происходит, это не кто-то, инопланетяне сюда упали и нам что-то делают. Это мы сами. Если мы сами получим ответственность сделать то же самое, я не был бы уверен, что мы сделали бы это как в Венеции, там, как в Миланах, Парижах и так далее. Потому что мы сегодня на таком уровне. Это первая позиция. Второе, как общественность, мы имеем право, конечно, безудержной критики, поскольку, а где же еще вот тот мониторинг, те, кто планирует и реализуют, они получат. И в этом случае, да, мы такая общественность, и мы имеем на это право. А если вы нам делегируете полномочия, конечно, мы призадумаемся, как сделать лучше, чем то, чем делается сейчас. Собственно, с этих позиций мы и выступали. Спасибо. Вопросы? Можна питання? Пане Ахметов, у своїх публічних вибаченнях за Це зруйнування я. міського звозу Нет, пан Ахмед. Ахметов, да. Не Хамаков. Да. Сказав про те, що він не буде будувати готель, вибачився, як обіцяв створити мистецький простір. Чи відомо вже де він буде, коли він буде, чи є якісь вже документи, чи Чому немає? Мне неизвестны конкретные планы. Меня спрашивали по этим вопросам, и я могу сказать. На этот счет мне неизвестно, а это есть уже ужасный пример, да, когда Громадская Рада и ОСН не знают о положении вещей. То есть их не привлекли к этому вопросу. То есть привлекли кого угодно, кроме тех, кто на улице занимается непосредственным вопросом. Но вторая позиция, с точки зрения профессиональной. Ни мне, ни вам, наверное, неизвестно ни один подписанный документ по этому поводу. Ни договор, ни меморандум, ни точный какой-то график проработки этого вопроса. Поэтому это все на уровне слухов и общественных обсуждений. Игорь хотел дополнить. Буквально одно слово. Это холдинг. Чекайте, будь ласка. А що ви так не звучно всі? Эта холдинг пошла навстречу, нужно отдать им должное, пожеланиям общественности и создала такой прецедент. Они приняли на работу одну представительницу актива градозащитного, задачей которой было собрать очень большое количество экспертных мнений, создать экспертную группу, точнее несколько экспертных групп, которые во взаимодействии друг с другом должны выработать концепцию вот этого пространства, уже называемого арт-пространства. Процесс этот должен закончиться. Промежуточные итоги мы увидим вот где-то к дням города, когда уже интервью с основной массой экспертов будет проведено. И где-то к концу июня будет уже собраны все, предположительно, 9 экспертных групп в соответствии со специальностями, а это и архитекторы, и градостроители, и художники, и структуральные лингвисты, я не знаю еще кто. То есть там достаточно много таких специальностей, которые могут взаимодействуя создать некую синкретическую модель развития этого процесса. В общем, будет синкретическая модель. Синкретическая Вы модель. поняли, да? Это же так просто и понятно. Еще вопрос. Да. Я в степени уважительно отношусь к общественности. У меня есть пример, когда при реконструкции одного из районов Киева эта общественность была собрана, и оказалось, что 75% жильцов отсутствуют, остальные это пенсионерки, которые не могут адекватно принять между решения. В данном случае общественность гораздо более адекватна, как я понимаю, но все-таки для того, чтобы что-то контролировать, нужно знать, по какому плану этот процесс проходит. Желательно контролировать план с начала его создания. Делаются попытки провести дела именно в таком плане. Есть просьба представляться. Я так понимаю, что ответ может быть такой, что
В этом смысле у нас, опять же, новая модель, это когда общественный совет, в котором ну, как бы, деятели искусства и культуры, Да, я говорю, они да, соединились как бы, с жильцов, с ОСМ, да, появилась повар, да. ОСМ как бы это не профессионалы, это жители, да. Здесь Ну, все это хорошо. Вопрос другой. Известен ли вам план действий инвесторов, городских властей? Это даже им неизвестно. Это даже им неизвестно. Я отвечу, поскольку я занимаюсь этим вопросом непосредственно и профессионально. Подписание меморандумов с властью, в данном случае с главным архитектором, потребовало серьезных исследовательских работ в области юрисдикции по вопросу, кто конкретно занимает площадки, кому землеотводы, кто через БТИ получил такие права собственности на помещение. Это первая позиция. Такая справка выдавалась на пресс-конференции. Вторая позиция – это разработка предложений по развитию улицы, новой модели и новых механизмов, позволяющих решать те задачи, которые были обозначены в меморандуме. Такие разработки были проведены и ОСН совместно с Громадской Радой, и эти предложения поданы. Модель уличной торговли, новая модель. Модель статуса пешеходной улицы и управления движением здесь в зоне. Поданы предложения. Модель разработки и оборудования смотровых площадок на известных наших холмах с лестницами. Поданы. Разработка устава. Принята работа в разработке текстов и принципов устава. Вот. Таким образом, когда вы говорите о каких-то пенсионерках, вы должны были бы уважительно относиться к жителям Андреевского спуска. Я закончу. Потому что, и они адекватны абсолютно, потому что лучше них с конкретных интересов домов, подворий и проблем тоже мало кто знает. И среди жильцов есть и депутаты Верховного Совета, и городского совета, и ресурсные люди, имеющие инвестиционные средства, и другие. Таким образом, ресурс улицы огромен, как креативный, так и ресурсный, в смысле материальных активов. Но нет конкретных полномочий, которые бы позволили концентрированно через этот ресурс привлекать и весь киевский ресурс, всеукраинский, международный. Почему? Потому что конкретное приложение это проектов, это конкретно улицы, конкретные площадки и ответственные за дальнейшую эксплуатацию этого, а не просто какие-то абстрактные фигуры, там условно уполномоченные. Ну это как вот Киев-свет, вот он получит 200 с лишним фонарей. И как обслуживалось это в прежнее время, мы знаем, фонари были разбиты, отдельные не работающие. Понятно, что это пришло со временем, но это не организация, работающая на улице, она обслуживает весь свет города. И понятно, что улица, как там тысячная какая-то часть ответственности, и получит такую ответственность. Вместо 100% ответственности, которая была бы у органов самоуправления. Спасибо. Еще вопросы? Можно у меня вопрос? Да, сейчас. Музей Булгакова, да. У меня вопрос к господину Сапцову и господину советнику нашего. Да. Дело в том, что вы говорите о мониторинге, который вы проводите. Я хотела бы у вас узнать, заметили ли вы, что за тем самым адресом Андреевский спуск 12, то, что мы условно называем зеленый заборчик, начались работы. Работает снова техника. Это практически напротив музея Булгакова. Второго театра на Подоле музей Булгакова не выдержит такого строительства. Знаете ли вы, что это за техника? Кто эти люди? Что это за работы, которые проводятся? Уже буквально 2 дня проводятся там работы за зеленым забором. Точно так же, как и вы, имеете возможность из средств массовой информации. Извините, я к вам обращаюсь. О элементарном мониторинге. Вы подошли, спросили, есть ли у людей документы, кто они такие? Вы дело рассказываете, да? Вы уже даже знаете, как это делать. Нет, вы же перекладываете на меня ответственность. Давайте он ответит. Да, пожалуйста. Из средств массовой информации, да, известно, что они расчищают... Я читаю газеты. Я не сомневаюсь, что они расчищают площадку строительного мусора для работы археологов. Нет, это не имеет никакого отношения к СТ-холдингу, никакого отношения. Это совершенно другая история.
И Астахунов мне лично сказал, что они, к сожалению, к этой площадке не имеют никакого отношения. Это совершенно другая история. Да, потому что они боялись, что будет конкуренция в строительстве. Когда речь шла о их торгово-офисном центре, они боялись, что будет что-то рядышком строиться. Вы имеете в виду 12-16? Вот это? Да, да, за зеленым. Насколько мне известно, там давний землеотвод, там были планы застройщика по строительству отельного комплекса. Примерно 2 недели назад его приглашали в городскую архитектуру представители застройщика, объяснили ему, что данный проект там неуместен, и предложили подумать, поскольку права сегодня на эту землю есть, предложили подумать над тем, что можно предложить другое, не столь нагло вторгающееся именно в эту территорию. Решение. В интернете есть. Забудьте про эти проекты. Я еще добавлю к этому. Вот, я прошу Карину Камышеву сказать несколько слов. Она юрист, которую мы попросили, в том числе определенные вопросы сопровождения землеотводов, будущих строительств, как исследовать через призму судебных разбирательств и вот тех теневых владельцев, которые никак не проявлены именами и организациями. Вот вы где-то могли найти в интернете или в какой-то прессе информации служебной, кто владелец этой площадки земельной? Нет. Нет. Но когда начались работы... тех предпринимателей, чьи деньги вы через эти фирмы вы нашли? Нет, безусловно нет. И никогда не найдете. Не в этом дело. Если начались Не в этом работы... дело. Если вы разговариваете. Нет, там уже идут работы. Надо подойти элементарно и спросить паспорт, разрешение. Я про это говорю, это начало работы. Много паспортов спрашивалось на месте президентских домов и других, отстройки продолжаются, потому что невозможно подать в суд на неизвестно кого, на неизвестную фирму, на неизвестные имена, на неизвестных предпринимателей. Вот мы здесь на пресс-конференции можем сказать, это земельная площадка господина такого-то, позор ему. Мы его вызываем для того, чтобы снимать. Нет, потому что неизвестно кто. Но ведь кому-то известно, и кто-то об этом не говорит, для и не этого мы публикует. создаем Поэтому общественный какой совет. мониторинг рабочих? Вы приходите к рабочим, вы говорите, вы почему фреску мажете? Он говорит, это мне поручили, я буду ее мазать. Да? А вы не знаете, кто ему поручил, кто руководитель, какая организация, как бороться. Неизвестно. Карина, можешь сказать несколько слов о площадке 14-16? Виктор, ну, секундочку, ну вот, Абсолютно, я абсолютно не об этом говорю речь, потому абсолютно. что, ну, вопрос прозвучал к 2 официальным представителям, как я подойду, мне не ответят. Но есть официальные представители, советник и эксперт, да, главного архитектора, директор заповедника. Конечно.